Добрый вечер, друзья! Мне было очень приятно, что мое видео об этапе Московского Гран-при России набрало столько просмотров, что я принял решение освещать новости фигурного катания на своем канале, так же как и футбольные новости. Сегодня в моем выпуске будет много новостей про Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву. Не обойдем вниманием и Алину Загитову. Итак, начинаем. Сегодня пришла нерадостная новость для поклонников Александра Самарина. Он, так же как и Евгения Медведева из-за болей в спине, не сможет порадовать многочисленных его фанатов на открывающемся 20 ноября этапе Гран-при России. Не восстановившегося после травмы спины Самарина заменит на соревнованиях в Москве Илья Яблоков. Также упомяну про замену Евгении Медведевой. Это будет россиянка Елизавета Нугманова. Кстати, об участии Медведевой на 5-м этапе Кубка России по фигурному катанию сегодня довольно неопределенно высказался генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган. По его словам, фигуристка должна в первую очередь восстановиться, а затем уже решать вопрос об участии в соревнованиях. Как он заявил на пресс-конференции, в случае восстановления она, разумеется, примет участие в старте. А вот Александр Жулин ждет выступления Медведевой только в чемпионате России и только в случае полного излечения от болей в спине. Он выразил надежду, что Женя со своим тренером Этери Тутберидзе сами поймут, выходить ли ей на старт в этом году или, полностью залечив спину, дать бой молодым спортсменкам в следующем сезоне. А вот олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова очень надеется на восстановление Евгении к началу 5-го этапа, который, напоминаю, пройдет в Москве в период с 5 по 8 декабря, и желает ей крепкого здоровья. Не могла не прокомментировать ни выступление своей любимой спортсменки и Татьяна Тарасова, пожелавшая ей полного восстановления. Вопрос же выхода на прежний уровень фигуристки надо, со слов заслуженного тренера СССР, адресовать Этери Тутберидзе. Я выражу свое мнение по поводу прокатов в дальнейшем Жене, которую я уважаю так же, как и остальных наших фигуристок-одиночниц. Так вот, целая плеяда совсем молодых спортсменок заставляют Медведеву идти на риск и включать в свою программу сложные прыжковые элементы, которые, к сожалению, из-за хронических и недолеченных травм в спине не позволяют их демонстрировать в связи с известной сложностью. А вот Елизавете Туктамышевой, по-моему, ничего нипочем, и она легко и непринужденно на тренировке выполнила четверной тулуп, который в ее возрасте выполнит далеко не каждая фигуристка. Если вообще кто исполнит. Этот факт не может не радовать ее многочисленных поклонниц и возвращает ее в игру за самые высокие места. К сожалению, Лизе, которая красивее всех в мире выполняет такой прыжковый элемент, как тройной аксель, всегда не хватает какой-то мелочи для того, чтобы постоянно быть на первых ролях в сборной России. Про судейские оценки ее прокатов – это уже притча во языцах, и останавливаться на этом не буду. Верим в Елизавету. Кстати, вчера Елизавета выразила свое отношение к наметившемуся в последнее время тренду на омоложение женского фигурного катания. Прыжки 3-3, которые лет 10 назад они стали выполнять с Аделиной Сотниковой, положили начало эре четверных прыжков и выходу на сцену совсем молодых фигуристок. Как сказала Елизавета, в России уже с 11-летнего возраста начинают обучать выполнению прыжков ультра-си. Раньше, с ее слов, об этом даже нельзя было и мечтать. Но в любом случае, Лиза видит будущее женского фигурного катания сбалансированным и не позволяющим выигрывать крупные соревнования только из-за включения в программу большого количества четверных прыжков. Я с ней в этом плане согласен, ибо женственность и сложность должны всегда сочетаться при прокате в фигурном катании. Пример Каролины Костнер, позволявший ей получать высокие оценки судей именно за женственность и изящность катания, говорит о многом. При этом в ее программе практически всегда отсутствовали элементы ультра-си. Кстати, по поводу своих пищевых пристрастий и соблюдения диеты Лиза ответила, что она себе в еде ни в чем не отказывает. Два слова о других заменах на соревновании. Так, вместо российских танцевальных дуэтов Александра Степанова, Иван Букин и Софья Шевченко, Игорь Еременко выступит белорусский дуэт Виктория Семенюк, Илья Юхимук, а также российские танцоры Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Ну давайте вернемся к проведению соревнований
и отметим оборудование зрительских мест на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве чехлами-разделителями, позволяющими сохранить необходимую социальную дистанцию. Ну и в конце обещанная информация про Алину Загитову. Она опубликовала вчера фотографию со своей собакой, написав под фото «наконец-то вместе». Надо отметить, что Алина с Масару смотрится просто великолепно. Кстати, всем неравнодушным к прокатам Алины Загитовой можно будет посмотреть на ее выступление в показательных соревнованиях в Москве в воскресенье 22 ноября. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что показательные выступления на московском этапе Гран-при пройдут со зрителями. «У меня нет особых предпочтений к той или иной фигуристке, и чтобы быть справедливым, уже завтра я обещаю порадовать поклонников Анны Щербаковой, Алены Косторной, Софьи Самодуровой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой, выпустив очередное свое видео». На этой положительной ноте мой специальный выпуск, посвященный открывающемуся в пятницу этапу Гран-при России по фигурному катанию в Москве, подошел к концу. Подписывайтесь на мой канал, и вы всегда будете в курсе всех главных новостей дня, как в России, так и в мире. С уважением, Ренат.